Всем привет, с вами Валерия. Добро пожаловать в мой волшебный творческий мир. Я хочу показать вам, как обрабатываю в самом начале каждую бутылку перед ее декорированием. Бутылочку необходимо обязательно помыть и обезжирить, убрать все этикеточки. Для обезжиривания выбирайте средства, которые имеются у вас под руками. Например, это может быть как жидкость для мытья окон, так и жидкость для мытья посуды с обезжиривающим эффектом. Спирт, ацетон, подойдет даже обычная жидкость для снятия лака. В данном случае я буду использовать обычный медицинский спирт. Спирт высыхает моментально, поэтому мы сразу приступаем к следующему этапу. В основном для оклеивания бутылок я использую бумажные полотенца. В данном случае фирма Zewa. У вас может быть какая-то другая фирма. Но тут надо обратить внимание, что не все бумажные полотенца подходят нам для работы. Полотенца этой фирмы довольно прочные, при намокании они не растворяются. Здесь надо уже методом проб и ошибок выбрать именно то полотенце, которое подойдет. Бумажное полотенце необходимо разорвать на небольшие кусочки. Полотенце необходимо именно рвать, а не резать, потому что если вы будете резать и это попадет на стык между двумя полотенцами, тогда этот стык будет очень сильно заметен. А когда на стык попадает рваный край, то соединение материалов практически незаметно. Для оклеивания я использую смесь клея ПВА с водой в пропорциях 1 к 1. Полотенце необходимо окунуть в смесь и хорошенько пальцами разгладить поверхность. При этом мы убираем вот эту всю перфорацию. Если полотенце будет растворяться в воде, соответственно, никакую перфорацию убрать у нас не получится. Также не рекомендую пользоваться простыми салфетками. Они тоже растворяются после намокания. Итак, берем основу, прикладываем бумажное полотенце, стараемся выгнать все пузырьки воздуха и стягиваем. Стараемся стянуть. При этом создаются такие хаотичные складки. Если стягивание будет на большем расстоянии и сильнее, тогда складки будут крупнее. Сверху можно прижать любой тканью или другим бумажным полотенцем. Следующий кусочек бумажного полотенца также пропитываем составом, разравниваем всю перфорацию и приклеиваем на основу внахлёст на другое, примерно на 1,5 сантиметра. Также сразу стараемся прогнать весь воздух, а затем стягиваем. Видите, стык практически получился незаметен. Это из-за того, что бумажные полотенца мы отрывали, а не резали. Тут также или тряпочкой, или другим бумажным полотенцем аккуратно промакиваем. Если где-то вот так поднялось, снова выгоняем весь воздух и промакиваем. Таким образом оклеиваем полностью всю бутылочку. Иногда нам нужна ровная поверхность. Определяем необходимый нам размер будущего окошка и отрываем кусочек бумажного полотенца по этому размеру. Затем также пропитываем бумажное полотенце в растворе смеси ПВА с водой. По возможности разравниваем перфорацию и приклеиваем на основу. Лишнее я отрываю, а эту поверхность полностью разглаживаю. Выгоняю весь воздух и приглаживаю перфорацию. Хотя полностью перфорация все равно не удалится.
но по возможности. Последующие кусочки бумажного полотенца приклеиваем внахлёст на эту часть и уже стягиваем так, как нам надо. Донышко удобно оклеивать, когда перевернуть бутылочку на горлышко. Остальной процесс показывать я не буду, принцип оклеивания понятен. Также я оклеиваю бутылки и обычным гипсовым бинтом. Получается очень интересная, похожая на камень фактура. Итак, наши обе бутылочки уже полностью высохли. Как видите, бумажные полотенца прекрасно приклеились к основе. Воздуха нигде не видно. Теперь бутылочку можно декорировать. Вторая бутылочка тоже полностью высохла. На этом этапе я посоветую пропитать гипс раствором 1 к 1 клея ПВА с водой. Тогда вот эта поверхность станет менее хрупкой. Как вариант, отрезки гипсового бинта можно при оклеивании сразу пропитывать в растворе клея ПВА с водой. Бутылочку переворачиваем на горловину и оставляем полностью высохнуть. Далее я покажу вам несколько моих работ, созданных на таких основах.
Очень рада всем, кто меня смотрит. Мне приятно ваше внимание к моему творчеству. Буду и дальше стараться радовать вас новыми идеями, мастер-классами. Желаю всем вам творческого вдохновения и всего самого-самого волшебно прекрасного. До новых встреч!